в честь земного пони. Метель разбушевалась за окном библиотеки. Начало зимы. День 8. Рейнбоу, почему пегасы не убирают эту бурю? Тебе не кажется, что она чересчур уж сильная? Спросила Твайлайт Пегаску, которая, опять зачитавшись Деринг-Ду, допоздна засиделась в библиотеке. Конечно, Твайлайт не отпустила ее домой в такую разбушевавшуюся погоду. Пегаска оторвалась от книги. «Нам нельзя ее убирать», — лишь ответила она и снова уткнулась в книгу. Твайлайт немного опешила от такого ответа. «Пегасам нельзя убирать метель? Вздор», — подумала она. «Почему? Вы ведь руководите погодой во всей Эквестрии». Пегаска снова лениво оторвалась от книжки и взглянула на единорожку. «Хорошо, я расскажу тебе одну историю. Она, конечно, не такая крутая, как история про Деринг-Ду, но это правда». Твайлайт присела поближе. Метель продолжала завывать за окном. Давным-давно существовал один земной пони. Звали его Джек Фрост. Он жил далеко отсюда. Очень далеко. Там на севере. Один. Без друзей и родственников. Как он туда попал, удивилась единорожка. Никто не знает. Но не в этом был его секрет. Каким-то образом он мог создавать мороз и холод в зиму. Там, где он жил, царил вечный холод, и снег никогда не таял. Дэш говорила все это таинственным голосом. Он возвел ледяной замок и окружил его и себя вечной метелью. Пегасам не понравилась такая наглость земного пони и решили его проучить, но у них ничего не вышло. Они были бессильны перед его метелью. А почему они не разогнали ее? Ведь вы, пегасы, можете и сами устраивать метели, а также убирать их, возмутилась Твайлайт. Нет, они не могли ее разогнать. Это была магия Джека Фроста. Пегасы попали в ту метель и чуть не замерзли в ней, но хозяин замка был добр, и поэтому он решил отпустить их с миром. Вскоре к нему прилетел целый отряд, и они попытались заключить договор с Джеком Фростом. И он был заключен. Теперь каждый 8-й день зимы он устраивает метель, которая приносит большую часть снега, что выпадает каждый год. Однажды в детстве я его видела, и он мне подарил большую снежинку, почти с моё копыто размером. Да брось ты, Рейнбоу Дэш, таких снежинок не бывает, бросила Твайлайт. Рейнбоу насупилась. Ты мне не веришь, но это правда было. Я видела его и помню его улыбку. Я бринг-дзинг. Услышав этот звук, Рейнбоу метнулась к окну и стала вглядываться в темноту заснеженной улицы. Твайлайт подошла к ней и тоже посмотрела в окно. Бринг-дзинг. Он здесь! Восторженно воскликнула Дэши. В метели возник белый силуэт, который вскоре вышел на свет, падавший из окна библиотеки. Это был земной пони с белой шерсткой и голубой гривой. На его голове был темно-синий колпак с 2 ломаными продолжениями, а на шее находился ошейник с колокольчиками, которые тихо позвякивали в зазывании метели. Он устремил взгляд своих холодных синих глаз, насмотревших на него Твайлайт и Дэш. Хрум, 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 захрустел снег под его копытами. Метель словно боялась завывать рядом с ним. Когда он подошел в упор к окну, он долго смотрел на Пегаску и единорожку, которые не хотели шевелиться, боясь, что такой гость может испугаться. Твайлайт обратила внимание на то, что от его дыхания окно не запотевало, а наоборот, покрывалось морозным рисунком. «С началом зимы», — сказал он и лизнул стекло окна. Оно моментально замерзло, образовав красивый рисунок. Пони, единорог и пегас в объятиях крыльев аликорна. Хи-хоу! Твайлайт проснулась. Метель все так же бушевала на улице. Дэши читала книгу, а в голове звучал голос Джека Фроста.
молодой, приятный и нежный голос. «Это был всего лишь сон?» – недоуменно спросила Твайлайт. «А?» – переспросила Пегаска. «Ты про что? Почему пегасы не убирают эту метель?» Твайлайт нужно было услышать ответ. Я не знаю. Группа Сноушторма должна была убрать ее сегодня, но они совсем уже обленились», – пожаловалась Рейнбоу и продолжила читать книгу. «Всего лишь сон. Всего лишь...» Взгляд Твайлайт упал на окно, на котором был рисунок изморозью. Пони, единорог и пегас в объятиях крыльев Аликорна. Твайлайт улыбнулась и, получше укрывшись одеялом, продолжила дремать. Хи-хоу! Бринк, зинк.